раз мы заговорили о Луне, в первую очередь, весь мир, я не знаю, должен понимать или поймет, понимает. Луна — это и есть самая главная тайна для человечества. Почему Луна? Смотри, когда я тебе говорю касаемо Луны, какой образ она может принимать или являться, что американцы, которые полетели на Луну, они были удивлены не тем, что они там, обнаружили, да, на Луне, а тем, что они не обнаружили, что является. Во-первых, чтобы понимать, почему Луна именно вращается всегда к тебе одной стороной, да, никогда обратной стороной не вращается. Какие бы законы тебе и математические вычисления не показали и не объяснили относительно Земли и Луны, как любой логически мыслящий человек, или там, ты должен и должна понимать, что для этого необходима, прямая связь с Землей и Луной, да? Есть легенда, мифы. Земля, которая что сделала? Родила, да, понимаешь? Родила Луну. Рожденная Землей. Это твоя часть. Не как бы, это твоя единая часть, которая просто отделилась. Твоя часть, твое чадо, твой ребенок. Мифы, истории, они есть такие. Даже современная наука не отрицает то, что якобы предполагает, что когда-то был какой-то удар, удар по земле, имеется в виду, который отгрыз от земли кусок, что стало со временем Луной. Но нам это объясняют несколько миллионов лет назад. Упал огромный метеорит, огромная комета, которая разрубила якобы вот так землю, кусок вот так снесла вершину, сделала обрезание земле, и что этот кусочек сейчас, рядышком плавает. Пусть плавает или... Но смотри, я почему тебе говорю селфи-палка, да? Кем бы ты ни был, где бы ты ни находился, ты берешь свою селфи-палку, хоть на американских горках катайся, что бы ты ни делал, сотовый телефон, который ты держишь и снимаешь себя, он всегда повернут к тебе лицом, понимаешь? Вот это связь, рука. Ты настолько взаимосвязан, как бы ты ни крутился, не вращался, он будет к тебе обращен одной стороной, стороной экрана, да, к примеру. Почему я объясняю? Если мы это как-то по-другому начинаем разбирать, ты понимаешь, что ты, если своего рода Земля, а Луна что получается? Горлышко, понимаешь? Как будто бы горлышко. Пробка. Все правильно. Отлично. Есть горлышко, а есть пробка. Американцы, которые полетели на Луну, не могли, я тебе говорю, приземлиться, прилуниться на обратную сторону Луны. Для этого им нужно необходимо выбраться из кувшина. Или же, если мы другими словами говорим, объясняем и рассказываем, пробитый череп. Как я, допустим, тебе объясняю, говорю, дыра в черепе, пробитый череп, проколотый череп, понимаешь? Возникшая дыра, обрезанный кончик, сбритая голова. Вся вот эта история, древние мифы, об этом и рассказывают, что касание было, понимаешь? Касание, коронация Земли была. Была срезана вершина. Поэтому я тебе говорю, считать Луну каким-то небесным объектом, как мы сегодня представляем шар, который в диаметре 3500 километров летает по орбите Земли, это уже так хотят нам донести. На самом деле, все чуточку иначе выглядит. Луна, я же говорю, если в мире существуют тайны, Луна — это самая величайшая тайна. Теперь просто послушай, самая величайшая. Но помимо Луны, величайшей тайны, да, существует сверхвеличайшая тайна. Это сам кувшин, имеется в виду Земля. Оно еще превосходит по тайне, чем Луна. Луна — это, я не знаю, весь мир над этим бьется. Над Землей никто не бьется, потому что это сверхтайна. Помимо этого существует еще одна тайна, которая
выходит даже за рамки черных дыр, чего-либо изученных и придуманных, открытых на сегодняшний день, это кто? Ты, ну ведь человек. Самая великая тайна, самая величайшая тайна на планете, когда-либо придуманная, рассказанная или описанная, это человек. Все, что с ним связано, Земля и Луна, ну, ничто просто, ну, если честно. Ой. Что насчет Луны? Я не буду ничего насчет Луны говорить, я тебе просто объясню, что если ты цветок жизни просто фиксируешь как 7 или как 13, да? 13. Либо ты его раскрываешь детально, поминутно, неважно, на 48 можешь поделить, на 108 можешь поделить. Ты понимаешь, что ты получаешь что? Тор. Да, Тор, торсионная математика. Что наша Солнечная система, что наш мир зафиксирован и есть в нашей клетке крови. Мы все одной крови, да, вот. Одной крови в плане мы все в одной лодке, мы все в одной клетке крови. Но вся жизнь клетка крови. И есть уникальность у клетки крови какая? Что у нее, у клетки крови, что отсутствует? Ядро. Ядро, да, это единственная клетка, у которой нет ядра, ну реально нет ядра. Любая клетка имеет ядро, ну по законам есть ядро, цитоплазма, мембрана и так далее, да, клетка крови не имеет ядра. Наша Солнечная система, если мы раз уже настолько скопированы до уровня клетки крови, следовательно, тоже не имеет ядра. Но и раз мы не имеем ядра, что такое Солнце, да, которое является ядром Солнца? Почему я тебе объясняю, что Солнце это не огромный большой шар, как нам описывают, это просто фокусировка, фокус пространства. Оно есть, но оно где? Вот так, 9, да? Ты центр и горизонт. Горизонт, хуфу. Но почему я придираюсь к хуфу? Ты понимаешь, ты и центр, и окружность. Ты и то, и другое одновременно. Ты живешь в самом, ну, в своем... Помнишь, я тебе рассказывал, что ты живешь в таком арбузе, да? В то же время смотришь в небо и разглядываешь косточки, которые находятся внутри тебя. Ну, ты арбуз, а в небе видишь свои косточки. Ну, мир устроен таким же образом, когда ты и ядро, и центр одновременно. 9, ну, число 9. Ну, число Николы Теслы. 3, 6, 9, да? Или там весь мир, который хочет достичь девятки, открыть 9-й луч, 9-е, да хоть что, 9-й закон, что бы ни было. 9-й закон именно света, понимаешь? Вот эта клетка крови, что бы там ни было. Опять к Луне вернусь. Гонка за Луной. К ней побежали и помчались не изучить, а удостовериться, понимаешь? Удостовериться в каком плане? Когда была повержена, да, или взят верх над гитлеровской армией, ну, фашизм когда был побежден, вся информация, которая когда-либо была собрана за десятилетия именно Гитлером и его, точнее не Гитлером, а его как их называть, даже я не знаю, соплеменники, фашисты, как они назывались-то? Нацисты? Амамерба или Мамамерба, ну их своя группировка, которая по всему миру изучала как раз таки вот эти мистические знания, эзотерику, всю эту хрень, реально Тибет. Ну, Гитлер же, я имею в виду гитлеровская Германия, она же из Тибета вынесла очень много информации. Ну, реально очень много информации, где они как раз-таки приблизились, ну, как я тебе говорю, они реально, Гитлер реально был приближен уже к истине. Он практически знал ее. Когда был разгром гитлеровской армии, что СССР, ну, бывший Советский Союз, что Америка в большей степени, которые поделили и забрали эти секретные, ну, информации и материалы, они как-то тоже приблизительно поняли. Да ну нафиг, да вот, да ну нафиг. Началась гонка за Луной.
За Луной не в плане ее там овладеть, там, построить там базу, она своего рода такой супер-сверхстратегический объект, который мог бы тебе позволять, ну или позволил бы установить свои ракеты и контролировать весь мир, да? Ты можешь там пульнуть ракету на Америку, там, на Европу, да ни хрена. Гонка за Луной именно в плане удостовериться. Да ладно, как так? Да, ракетостроение. Быстрый рост ракетостроения в Америке. Но это все после разгрома гитлеровской армии. Почему гитлеровская армия? Потому что гитлеровская армия, фашизм, оно очень многое вынесло с Египта, с Тибета. С Египта, говорю, с Тибета, оговорился. Там, я не знаю, сколько лет. Меня больше всего, я не знаю, может быть, совпадение, может быть, нет. Весь древний мир, как я тебе объясняю, это же 1938, да, плюс вершина. Что здесь, да? 20 лет Хеопса или высота Эльхазны. Начало мировой войны. 1939 год, да? Но почему он выбирает эту дату? Поверь, неспроста, потому что он к этому докопался. И помнишь, я тебе объяснял, что 1938, или же 39, имеет большую роль, очень большую роль. И как в наши дни, в нашем случае, мы сегодня живем в 2021 году, я что тебе говорил? Самая важная дата в истории человечества, современного человечества, это будет какой? 2039 и 2055 год. Все. Вот это 2039. Минус 100 лет, да, грубо говоря, он берет. Просто берет эпоху, эру, минус 100 лет. Эти даты, выбраны не просто так. Потому что он уже знал, он реально пришел к тому, что такое 19, что такое 38, что такое Хеопса, что такое, сфинкс, как устроен мир. Не просто так фашизм стал расизмом. Да, вот нацисты, расисты. Ладно. Как бы история ни крутилась и дальше не шла, как я тебе в прошлый раз объяснял, вот эти два символа, герб Советского Союза, пшено, хлопок и звезда, или же полумесяц исламской религии, на сегодняшний день является как будто бы врагом всего человечества только по одной причине. Потому что у них, существует тайна, понимаешь? Есть она, у них хранится. Русофобия, исламофобия, я не знаю, терроризм, которые, наверное, самими же и финансируется, оно развивается не просто так. Раздувается, развивается, народ объясняет, русские это инопланетяне, это те же самые серые ублюдки и так далее, а исламцы это голимые с рождения террористы, только по одной единственной причине, потому что у них, тайна. Им невыгодно, чтобы тайна вышла наружу. Реально невыгодно. Поэтому подражать, бежать там, я не знаю, Западу, любить их привычки, говорить, общаться, забывать свой язык. Касаемо именно русского языка, почему я говорю. Надо помнить свой язык. Почему? Потому что русский язык, он же, я же тебе говорю, своего рода такой код, который одним из самых древних тоже является, как китайский и так далее. Ладно. О Луне мы, наверное, будем говорить, я еще, наверное, года 2 назад, да, тебе говорил? Предпоследние такие темы будут. Самые последние это будет человек, как я тебе сказал. А Луна, Земля это самые поздние темы, потому что это очень такие сложные темы. Чтобы понять, что я говорю по поводу Луны и человека, нам нужно сначала разобрать сущность. Да, систему, историю, и пирамиды, и храмы. Когда мы это все разберем, ты поймешь это все, мне будет проще объяснить, что такое Луна. Поэтому на сегодняшний вопрос твой, а как на самом деле выглядит Луна, я тебе конкретно не могу объяснить, просто я тебе нарисую, что. Игрушку елочную. Своего рода, если наша Солнечная система где-то представлена в виде
елки и звезды, да, мы же каждый год украшаем ее, каждый божий год. Ну пусть в Китае это будут такие, ну, их храмы, дома, как елка. Касаемо Луны, планет и небесных объектов, я тебе просто нарисую пока что елочную игрушку. И ты поймешь, ну со временем поймешь, что такое вообще перепрыгивать через костер. Да, ну вот в Масленице есть традиции. Что значит перепрыгивать? Да, перефокусировка. Прохождение через ноль, перефокусировка, прыгать через костер. И через костер один не прыгает, пойми. Через костер прыгает кто? В паре двое, держать за руку. Да. Кто? Мужчина и женщина. Бог создал всех в паре, понимаешь? Каждой твари по паре. И даже ты проходишь через ноль или прыгаешь, перефокусировка идет именно таким образом. Хоровод вокруг костра. Это, я тебе просто объясняю, Солнце и планеты, которые вращаются вокруг Солнца. Хоровод. Мы к ним же, ну, подошли как-то, ну, примитивно, типа, ой, какие-то дурацкие знания. Нет, на самом деле это величайшие знания. Мы просто к ним так подошли. Хранить язык, историю, традиции, ну, нужно и необходимо. Необходимо только по той причине, потому что на сегодняшний день в мире существует очень много, и я не знаю, стран, организаций, которые очень хотели бы переписать историю. Это им, ну, выгодно, это им нужно, это им необходимо. Они нуждаются в этом, переписать всю историю человечества, уничтожить древний мир, древнюю историю, древние традиции, религии и переписать свой лад. Ну, когда я тебе начинаю объяснять, кто такой человек-паук, череп-паук, да? Кто такой Оптимус Прайм, да? Грузовик и сфинкс. Им нужно, чтобы история выглядела так, что ее сделали они. Им необходимо сделать так, чтобы история была переписана. Поэтому подражать и бежать, сломя голову, говорить, ой, Запад это круто, но это нет, это не так. Запад это не круто. И Запад, и Европа. А те, у кого истина, хотя бы какая-то частица осталась, их выставляют перед миром, перед народом, ну как, я тебе говорю, инопланетяне, русские ублюдки, террористы, исламцы. Только по той причине, что у них есть знания. Подкова. Они подкованы. И ее нужно беречь, реально нужно беречь. Ее необходимо беречь, нельзя позволять. Вообще нельзя. Ее нужно сохранить. Только по той причине, потому что человек по-другому истину не поймет. Ну, оно не достигнет этого, не поймет. Точнее, оно ее поймет, но ее поймет так, как ее преподнесут. Опять-таки, продолжение, ну, вот этой всей хуйни, всей вот этой большой игры, понимаешь? Как тебе расскажут, так и будешь говорить. Почему я тебе говорю, блядь, вам достаточно, ну, любому человеку, я не знаю, написать такое говно, а снизу просто подписать, доказано учеными. Или там написать Эйнштейн выявил. Все, ты веришь, но ты свой мозг не включаешь, ты никогда сам не размышляешь, ты не думаешь, не задумываешься. Снизу написано, ученые доказали, ты все веришь. Историю пишут таким же образом, понимаешь? Ученые доказали. А кто эти ученые? Это же ты. Такой же человек, такие же люди. И ты даже можешь быть намного круче и лучше, ты можешь больше открытий сделать, ты можешь больше пользы принести. Но тебе же это не позволяет. Почему? Тебе не разрешают думать, тебе не нужно думать. Нахуй тебе думать? Потому что они, люди, которые что-то понимают, они прекрасно понимают, что ты в состоянии понять. Они прекрасно понимают, что это за организм, что такое мозг, что это за серое вещество у тебя в голове находится. Сколько информации в тебе заложено, в твоем ДНК, в твоей крови. Им проще притуплять, чтобы она там не раскрывалась, ну цветок не раскрылся. Не нужно быть гением, чтобы, ну, понимать мир. Нужно просто верить и доверять. А верить, доверять кому в первую очередь? Да, себе. Только потом уже окружающим. Так что хуйней маялись, маются, и хрен знает еще сколько будут маяться.
Но если переживут, самый ближайший, это 2026 и 39, да? Ну, будет круто. Ну, как я тебе говорил, к концу, или там, я знаю, к переменам, к переходу, не все доходят. Миллиард, 1,5 миллиарда – это круто. Ну, если дойдут к этому. Если даже мы берем 1,5 миллиарда от 7,5 официальной версии, хотя я тебе говорю, что на этой планете живут не 7,5, а 10 миллиардов лет. Ну, миллиардов лет. 10 миллиардов людей. По большому счету остается только что? 10%. Переходит только 10%. 90% уничтожается. Ну, однозначно. И это, ну, было, есть, остается, и это своего рода и закон даже в движении. По поводу вершины, помнишь, я тебе объяснял? Что это всегда 10%. Просто кто-то решает, точнее хочет решить, что эти 10% будет это они, да, это раса, или тот, или иной. Сколько у тебя денег? Значит, ты входишь в эти 10%. Но они, ну, вообще никто не имеет права решать. Ну, кому жить, кому не жить, это решает, как я тебе говорил, сама система решает. Ну все.